Яблочный сезон. Самое время готовить яблочный пирог. Вот и наши ингредиенты для теста. Я буду делать это тесто в кухонном комбайне. Если нет кухонного комбайна, можно замесить рукой. Очень и очень просто готовится. Я только что засыпала 250 грамм муки. Теперь добавляю 50 грамм сахара. И добавляем 125 грамм сливочного масла. Масло обязательно должно быть холодное. И вот так вот дольками нарежьте, пожалуйста, перед тем, как добавить сюда. Теперь включаем наш кухонный комбайн, желательно на пульсовой режим, и перемешаем. Если нет кухонного комбайна, можно просто холодными руками это все в тазике замесить. Всего лишь несколько минут и достаточно. И теперь добавляем одно яйцо туда же. Конечно же, опять перемешаем. Вот и все. Тесто готово. Соединим это тесто в одно целое. Вот так. Заворачиваем в пленку. И ставим это тесто в холодильник минут на 30, наверное, пока будем делать яблочную начинку. Нам понадобится 6 или 7 яблок или примерно килограмм. Яблоки нужно очистить и нарезать дольками. Вот такими маленькими дольками нарежем все наши яблоки. Яблоки очищены и нарезаны. И теперь, чтобы они не почернели, эти яблоки надо залить лимонным соком. Пока мы готовили яблоки, прошло полчаса. Откладываем их, достаем тесто из холодильника и подготовим форму. Вот нам понадобится вот такая форма диаметром 28 сантиметров. Итак, смажем дно и края сливочным маслом. Как я уже много раз говорила, обертка от сливочного масла прекрасно подойдет для этой цели. Чтобы легко раскатать это тесто, сверху тоже накроем пленкой. Берем скалку и раскатываем. Или же можете просто рукой вот так вот расправить это тесто. Конечно, займет больше времени, но ничего страшного. Толщина теста должна быть примерно полсантиметра. Раскатайте, насколько вы сможете. Перенесем это тесто сюда, в нашу форму. Рукой продолжим придавать нужную форму этому тесту. Аккуратно пройдитесь по всему тесту, чтобы везде толщина этого теста была одинаковая. Вот так мы все это проделали. Итак, тесто готово. Теперь берем вилку и прокалываем дно этого теста. Вот достаточно. Нам понадобится джем. Берите любой джем, какой у вас есть. У меня здесь клубничный джем. И этот джем распределим по дну теста. Здесь у меня было 100 грамм джема. Осталось только уложить наши нарезанные яблоки в эту форму. Но перед тем, как это сделать, мы возьмем сахар, желательно коричневый, если у вас есть. Здесь у меня 100 грамм сахара. И сюда я добавлю полную чайную ложку корицы. Я очень люблю корицу, и она, кстати, очень подходит к яблочному пирогу. Если вы не любите корицу, можете обойтись без нее. Добавляем и перемешиваем. Теперь добавим эту сахарную смесь к яблокам. Можно вот так руками аккуратно перемешать. Осталось только красиво уложить яблоки вот сюда. Я уместила сюда все наши яблоки. Еще не готово, но уже выглядит так аппетитно. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут. Но, конечно же, смотрите по своей духовке, пожалуйста. Прошло 50 минут, и посмотрите, как наш яблочный пирог теперь выглядит.
Слегка обсыпем сахарной пудрой. Пирог остыл, самое время разрезать его и насладиться этим чудесным яблочным пирогом. К этому пирогу прекрасно подойдет мороженое. Вы можете приготовить мороженое сами. Рецепт вот этого вкуснейшего мороженого есть на нашем канале. Ссылка будет в описании под этим видео. Обязательно попробуйте. И, конечно же, Франко пробует первым. Bravissima Marta, sei stata bravissima a fare questa crostata di mele. Обязательно приготовьте и попробуйте. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.